Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Falcon Top. Меня зовут Сергей, и мы начинаем. Сегодня мы смотрим обзор на восстановление Land Cruiser Toyota. Не знаю, какой точно, потому что, пока непонятно просто, какой это Land Cruiser, потому что он весь в грязи. Поехали! Прям вообще супер в земле она, как будто, или песок, что это, вся царапанная снаружи. Вот ее на трассу привезли. Выглядит живенько, бодренько. Подвесочка вся, похоже, что целая. Таких прям видимых супер повреждений нету. Сейчас посмотрим. Мотор вообще выглядит как будто хорошо прям даже. Аккумулятор долой, видимо, долго стояла. Хороший аккумулятор поставила, чтобы... Стоп. А как это? Вот это вот интересный момент. А как можно не затянуть клемму или там хотя бы ее не зафиксировать на аккумуляторе? Это же будет плохой контакт, клемма будет греться. Давайте еще разок посмотрим этот момент, когда она накидывает раз, и она отпружинила вверх, обратно. Но, по идее, это, может быть, и даст запустить двигатель, но... Так, не заводится. Но она пробует. Куда это залилось? Ладно, будем надеяться, что это не вода все-таки. Проверила масло. Масло в норме, видимо. Так, не заводится. Да, марка Toyota, точно Land Cruiser, но непонятно по какой. Сотка, может быть, 120-й. Предохранители вытаскивает. Видимо, сгоревшие. Предохранители она перематывает. Она проволочку туда засовывает, чтобы предохранитель функционировал. Вообще, обычно технически этого нельзя делать, потому что у предохранителя определенный ампераж. И если предохранитель, если проволочку довольно-таки большую поставить, то ампераж у него повысится. И тогда он не сгорит, а сгорит что-то другое, что он предохраняет. Либо хватит, и она просто сгорит. Сам предохранитель сгорит просто по новой. По идее, такого делать нельзя, но в сложившихся обстоятельствах, которые сейчас есть, для запуска двигателя, почему бы и нет, да, для пробы. Можно попробовать. Главное, чтобы ничего не задымилось и ничего не загорелось. Перематывает она с двух сторон, отрезает. А что она отрезала? Это, наверное, лишний конец она отрезала просто. Да, да-да-да, лишний конец, который там торчит, она отрезала. Так, второй предохранитель раз переставила. Оп, мотор завелся с полоборота. Вообще все довольно-таки стабильно работает. Вроде как мотор даже восстанавливать не нужно. Он в рабочем состоянии. Так, домкратим колесо. Домкратим машину, а не колесо. За рессору она решила задомкратить ее. В принципе, нормально для
такой машины, что ее за рессоры нам брать. Так. Откручиваем колесо, я так понимаю. Машина, конечно, жесть в каком мы виде, в песочном. Так, колесо снялось. Довольно-таки легко. Так. Есть следы масла. Либо масла, либо тормозухи. Но как будто это масло все-таки, потому что тормозуха так бы, наверное, не раскидала бы ее. Или она бы столько грязи не собрала. Тут видно, что везде это масло, это не тормозуха. Но если масло, тут мост стоит, и тут сальник должен стоять на полуоси. Если масло так скажем, в тормозном механизме, значит, что сальник пропускает масло. Что же она будет делать, интересно? Так, протерла. Снимаем колодки. Отсоединяем все пружинки. Это не тормозуха, потому что цилиндр, хоть и в таком потрепанном состоянии, но с пыльника не течет ничего. То есть здесь без пыльника текло бы. Текла бы тормозная жидкость. Но это видно, что масло. Так, она снимает ручник. Часть ручника. Вот здесь вот она должна была его снять, но там что-то пошло не по плану. Все протерла от масла. Так. Все так, здесь смазано теперь все. Это надо было обезжирить, то есть каким-нибудь очистителем тормозов или бензином на крайняк, чтобы там колодки цеплялись. Но опять же, колодки в масле, скорее всего, не будут функционировать нормально. То есть тормозить это колесо, скорее всего, не будет. Подожди, она новые колодки ставит, что ли? Все, вопросов нет, колодки новые. Да, но она никак не на течь масла не повлияла. То есть вот здесь стоит сальник, где вставляется полуось, на ней подшипник и сальник стоит. И вот этот сальник, он снимает масло, которое из заднего моста попадает сейчас в данный момент в тормозную систему. Этот сальник надо переуплотнять, иначе это вот все будет течь так же, как и текло. И через 2-3 дня опять все то же самое будет. Хотя она не так сильно уж и помыла, чтобы тут прям... Ну, главное, тормозуха не течет, с этой стороны цилиндр тоже в порядке. Тормозуха не течет, и на этом ограничимся, судя по всему. Так, вставляем колодки. Ну, они довольно-таки тяжело ставятся, на самом деле. Так. Угу. Все, здесь функционал понятен. Здесь все собрано. Она все пружинки обратно натянула. Все обратно в первозданный вид собрала. Так, что же дальше? Настраивает колодки, разводит под размер барабана, чтобы барабан... Ну, нифига у нее глазомер. То есть обычно примеряется барабан, потом откручивается еще до момента, когда он плотно будет заходить. И вот когда он плотно заходит, тогда он уже будет точно функционировать при нажатии колодок. То есть при нажатии цилиндр расходится в разные стороны вот так, и колодки, как бы поверхность барабана начинает трение, и, соответственно, машина останавливается. А тут снизу механизм, который вручную подгоняется под барабан, чтобы
так скажем, при нажатии у нее не было провала, и колодки не дошли, например, до барабана. Она их вытягивает на определенное расстояние, чтобы, так скажем, а, колодки об барабан начинали тормозить. Вот, она здесь развела, то есть вот здесь вот так. И когда нажимает на тормоз, у нее цилиндр срабатывает, и колодки раздвигаются сверху уже. Вот. А в данной ситуации она просто вставила барабан, ну, без проверки какой-либо, что доходит туда колодки, не доходит до барабана. Не знаю, как будто не будет это функционировать. Ну, не должно, по крайней мере, в реальной жизни. Ну, молодец, все вручную, все барабаны разобрала. Не каждый барабан соберет колодки барабанные. Так, все, колесо закрутила. Вдруг, подождите. Ну, все же понимают, в какую сторону гайка закручивается. Почему она ее откручивает наоборот, а у нее закручивается гайка? Там левая резьба, что ли? Да что-то я сомневаюсь тоже в этом. Вот прям видно было. Стоп. Интересное закручивание колес в другую сторону, но при этом гайки закрутились. Вот, а откручивает она в ту же сторону. Значит, это так не должно быть. Тут барабан как-то уже снаружи, прям в масле. Легко снимается. Ну, потому что все в масле, все идеально. Вот механизм, который разводит колодки. Вот получается как? Вот диаметр барабана должен быть. Вот этот диаметр барабана. Вот. А когда подгоняется под барабан тормозные колодки, вот этот механизм, он откручивается, и колодки в разные стороны вот так вот расширяются. Вот я вот показывал, вот так вот расширяются. Вот. Подгоняются под диаметр барабана. Как только барабан ставится на место, ну, проверяется, нормально он стал или там болтается сильно. Если болтается сильно, то подгоняется еще сильнее, она разводится, еще расширяется. При этом верхняя часть стоит всегда на цилиндре, вот это вот. И когда нажимаешь на тормоз, гидравлика подает туда тормозуху, и у цилиндра выходят вот такие вот поршня в разные стороны. И колодки тем самым, вот они были вот так вот, да, разведены, они вот так вот начинают разводиться. То есть вот так вот. Ну, когда на тормоз нажимаешь. То есть это вот функционал такой как бы. Там все нужно подгонять в точности до миллиметра. Иначе это просто не сработает. Это не будет тормозить, или при нажатии на тормоз просто колодки не будут до барабана доставать, и ну, колесо просто не будет тормозить. Вот, но тут все в масле вообще пойдет. То есть она не стала колодки даже менять. Колодки, по-моему, тут вообще отсутствуют. Там просто металлические. Или это все в масле, поэтому мне так кажется. Металлическая поверхность? Ну, вообще нет. Вроде поверхность должна быть именно, ну, колодка рабочая должна быть вроде. Ладно, ладно, она просто подвела колодки. Это не сработает никак, тормоза не появятся как бы. Там потому что все в масле, это тормозить не будет, это будет скользить в масле и работать точно не будет. Но колеса мы разобрали, все посмотрели. В этот раз колеса закручиваются в правильную сторону, на удивление. Интересный момент, конечно. Так, теперь мы моем машину.
чуть-чуть перелистну, потому что мойка машина мне не прям интересна, мне больше технический функционал интересен, насколько это грамотно отремонтировано, а не насколько это грамотно помыто. Ну, в принципе, отмывает она неплохо, а машина выглядит, в принципе, эм, без каких-либо особых изъянов. Какая-то лонг-версия удлиненная. Так, хорошо, цветочки, все есть. Куда-то пошла она за другой машиной. Это интересный момент. То есть тут будет две машины, судя по всему. Или она эту будет ремонтировать. Интересный момент. Я думал, что она только Land Cruiser будет смотреть, но это меняет дело. Видимо, видимо, я ошибся. Сейчас будет, видимо, обзор на вот эту машину. Ну ладно, поехали. Я просто увидел на превьюхе Land Cruiser, но интересно, интересно. То есть это типа для того, чтобы просто завлечь людей, наверное. Тут вот все в листве, вот тут уже... Хотя выглядит все в карбоне, все замечательно, вроде никаких проблем, провода торчат, видимо, какой-то блок кондиционера был или педаль на месте, коробка есть, передач, двери открываются. Все четко. Давайте чуть пролистнем. Стоп. Пойдем посмотрим, что с двигателем. Так, антифриз. Проверил антифриз. Как-то странно он, короче, боком закрутила крышку, которая должна не катиться. Видимо, сейчас она пойдет за лэнд-крузером. Нет, не пойдет за лэнд-крузером. Так. Ну, так, поехали. Так, привезли они тачку. Выглядит она тоже более-менее. Ну, хотя нет, вот там вот были проблемы какие-то. Это Mitsubishi. Это нет, это Toyota Carina. Toyota Carina. Выглядит, ну, по крыше чуть попрыгали. Выглядит в остальном более-менее свеженько. Там шпаклевка немножко отвалилась, но вроде ничего страшного. Вот сейчас она, если заведет вторую машину, тогда о каком восстановлении идет речь? Так. Ну, просто накинула. Короче, просто накинула клеммы. Ну, в принципе, должно хватить, чтобы завестись, но греться будет. Так, не завелась. Наконец-то будет разбор мотора. Это мое любимое. Или нет, или не будет. Так, она достала свечные провода высоковольтные. Они все в масле. Вот, ну, там, в принципе, видно. Все в масле провода. И я думаю, что тут течет клапанная крышка прям в свечные колодцы. И она сейчас вытащит свечу, и она будет масляная. А вытащит ли она свечу? Да, вытащит. Она просто ржавая. Нет, она нормальная. Блин, как мне уловить этот кадр? Ну, они черные, конечно, но не прям, чтобы уж проблемные. Так, свечки она какие-то нашла. Просто любые.
От мотора к мотору свечки как бы разные. Ну, может быть, они, конечно, и подойдут, но... Но после того, как она помоет свечи, их надо прокалить обязательно. Ну, это такой дедовский метод. Обычно свечи вообще новые ставятся. Так, аккумулятор она поставила. Искра есть. На мокрой свече искра есть. Все идеально. Ирония, если что. Могу с табличку... А, надо табличку поставить сверху. Сарказм. Так. А, подождите, мы же проверили 2 свечи, и одна из них не выдавала искру. Аккумулятор она все-таки поставила. Здесь есть искра. Вот, есть искра, все отлично. Вопросов нет. Вторая свеча. Ни одной искры. Третья свеча. Видимо, она проверила как-то. Ну, вы видели, да? Искры не было на второй свече. Видимо, это нам не сильно должно быть интересно, хотя мотор без... Нет, они не в масле все. Опа, не влезло. А что, как так? Опа. Вот здесь вот нормально влезло? И здесь. А вот тут что-то не пошло, да? И сейчас она его заведет. М. Троит. Троит. Что-то пошло не так. Наверное, вот тот провод, который она не вставила, пошел не так. Потому что другого варианта я не вижу просто. Вот, вот, вот тут вот как бы провода, которые она воткнула, все вошли в свечку, а один мимо пошел. То есть она уперлась резинкой, и искры там нет. Поэтому мотор троит. Это нормально. Но где она взяла свечки, которые работают, потому что одну свечку мы видели, она не работает просто. Там водичка есть, все нормально. Водичка прям буквально из речки. Сливает воду. С радиатора сливает воду. С блока. А, она разбирает мотор, что ли? Так. Запомнили, да? Мотор троил. Так. Откручиваем вентилятор, диффузор с радиатора. Снимаем радиатор. Промываем радиатор от желтой воды. Но, видимо, там какая-то вода была, которая уже застоялась. Промывает радиатор сам, но он, в принципе, вроде как более-менее чистый. Чтобы мотор охлаждался. Все промывается, все проливается, это хорошо. Эти соты уже не важны особо. Они, ну, даже если замяты, они все равно будут охлаждать, по идее. Ну, не суть. Тут и площадь маленькая замятых сот, чтобы их вот так заморачиваться. Ну, хуже не будет, лучше тоже.
Функционал, не влияющий на охлаждение двигателя вообще. То есть чуть-чуть подмятые соты не охладят, ну, не повлияют на охлаждение двигателя или пропуск ветра там сквозь радиатор. Ну ладно, это мы сделали, вопросов нет, но мотор-то троит. Это же никак не связано с радиатором, или я ошибаюсь? Я не понимаю. Так, радиатор зафиксирован. Герметиком максимально жестко она это все смазала и поставила патрубок. Так, хорошо. Патрубок на... Так, хорошо. Патрубок она... А что там внутри? Вот что это за мерзость? Это... Это опасная какая-то грибок или что это? Что это такое? Это герметик старый, который она не сняла, что ли? А во-вторых, почему... А, это хомут. Так. Ну, там какая-то мерзость внутри, но похер, он нормально. Нормально. Пропускную способность. Главное, чтобы в помпу не попало, а то это чревато последствиями. Так, все. Мы с антифризом закончили. Надо залить только... Вот она, вода свежайшая. Вода буквально дистиллированная, судя по всему. Все нормально. Здесь в радиаторе не влазит пробка. Все. И тут она заводится, да? Или нет? Нет, она троит все еще. Хм. Какие-то поверхностные двигательные работы, хотя мотор троит до сих пор. Так, цветочки очень интересные. Так, 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 так. А чё? А, она еще одну машину нашла. То есть это поездки просто по нахождению автомобилей. Это Forza Horizon, судя по всему. Где ты находишь гараж, и рядом стоит машина, которая, ну, твоей мечты буквально. Она, видимо, переиграла в эту игру и поняла, что это прям кайфово так делать. Так. Просто ей разбросали по городу тачки, и она их ищет. Это буквально Forza Horizon 6. Или 5, какая там последняя. Хорошо, они нашли еще одну машину. Давайте уже довезем ее. Чуть-чуть перемотал. Так. О, интересный момент. Хорошая технология. Быстренько так сбросить. Вообще идеально. Компрессор она включила, которым накачивают колеса, видимо, от грузовика. И поставила туда вот эту штучку, чтобы сдуть все пылюку. Машина выглядит по-прежнему хорошо. Так, мы что-то будем, кроме воздуха, с ней делать? Просто вот воздухом... Так, о. Наконец-то. Ну, там все в пылище, в грязи, но не работает зажигание. Угу.
Зажигание не работает, мы лезем в провода. Зажигание не работает. Как? Что? У нее буквально зажигание не включается. Она и лезет в стартер? Это новый лайфхак, чтобы снять стартер или что? А, Смотрите, если у вас не загорается зажигание, естественно, с машиной ничего не произойдет. Но тут вот есть одно но. Вот есть аккумулятор, да, на котором минусовая клемма или плюсовая поставлена, а вторая клемма висит в воздухе, поэтому у нее ничего не работает. Ни зажигание, ни стартер. Как она определила, что это стартер? Никак. Итак, здесь мы видим какую-то сумасшедшее рвение починить стартер. Хотя клемма с аккумулятора снята, и, естественно, это не заведется. А мне вот интересно, она же аккумулятор новый ставила, а потом раз, два. Вот она поставила клеммы, но при этом ничего не заработало, что странно. Клемму она не трогает, лезет в стартер, но при этом клемма снята. Ну, она открутила стартер, клемма снята. Может быть, в этом проблема? То, что зажигание не включалось. Ладно. Так, что со стартером у нас? Поехали. Ну, все работает. А как у нее стартер крутится, а, с учетом отсутствия накидки на клемму? Клемма пустая до сих пор. То есть она подсоединила стартер к проводу, который запитывается. Ну, естественно, она там, если зажигание оставила включенным, она может перемкнуть а, минус с плюсом, вот эти вот. Ну, там не минус с плюсом, там управление и плюс, по-моему, если не ошибаюсь. От этого, от зажигания, короче, идет провод. И тогда все, ну, типа, будет крутить. Но у нее не может крутить это, если клеммы на аккумуляторе нет. Что за бред? Клемма вон лежит, вон прям рядом. Рядом лежит клемма, и это... Тут вот, судя по всему, контакта вообще нету. Он там загнил, ржавый весь. Она почему-то на корпус делает, но там на корпус не надо ничего делать. У него в бендиксе все хватает. Она когда перемыкает отверткой, там не нужны дополнительные как бы минуса. Какие-то волшебные действия, но при этом бендикс крутится. Значит, все в порядке. Значит, все в порядке, кроме клеммы на аккумуляторе, которая отсутствует. Для безопасности, как бы. Хорошо, поехали. Разборка. Со стартером что-то не так, при этом бендикс крутится. Может быть, он не выходит. Точнее, втягивающая крутит, или втягивающая, наоборот, не открывает его. То есть он должен вылазить и крутиться. Ну ладно, поехали. Что там? Тут все четко крутится. А что она будет менять? Щетки? Да, она, походу, щеточный узел меняет. Ну, щетки как бы не повлияют на то, что стартер не работает. У нее работает стартер.
она его перемкнула, он закрутился. То есть стартеру претензий нету, но она его разбирает. Да, там, возможно, он какие-то пружинки, он что-то там подсгнили. Так. Бам-бам-бим-бим-бум-бум происходит. Я пока не понимаю, что она делает. Ну, может быть, она просто восстанавливает стартер, просто чтобы он хорошо выглядел. Нет, она выбила щетки все-таки. Щетки выбила, но стартер-то крутился. Зачем щетки выбивать? Непонятно, ладно. Будем надеяться, что у нее свои скрытые мотивы для этого. Причем щетки она старые, да, закидывает внутрь. Нормально. Так, что-то нам не показывает. Пружинки вставила. Все вроде бы как должно быть, но мне непонятно, зачем она вообще стартер разбирала, если он крутится. Но мы сейчас увидим, наверное, она же покажет нам, почему она разбирала щетки. Дополнительная смазка в грязь прям. Нормально, нормально. В грязь, щетки в грязь, все в грязь. Нормально. Щетки она ну, не поменяла, а почистила, получается. Так, вот закрутила стартер, все. А теперь, ну наверняка же проверит. Или, ну, пожалуйста. Очень хочу посмотреть, как это по ее мнению работает. Потому что все-таки такие вещи, они, ну, как бы должны работать. Там надо было наждачек и гаечки немножко. Вот, сейчас проверим. Ага. Так, затянула. Еще так немножко. Все четко работает, как и работало. Не понимаю, в чем там проблема была. Клемма, напоминаю, на аккумулятор не надета. При этом, как бы, она проверяет стартер от общего питания машины. То есть это, ну, невозможно. Может быть, она ставит клемму втихаря, или как это называется? Да это и не важно. Главное, что она починила стартер, который работает. Проверяем. Масло есть, все есть. Так, клеммы все еще нет. Доливает воду. Интересно, попадает? Ну, наверное, попадает что-то внутрь. Все. Сейчас раз. Ага. Наверное, клемму надо поставить. Нет? Нет. Нет, что-то не так. А там, наверное, отключены провода от замка зажигания. Или нет? Или просто сломаны провода. Порваны провода. Так, хорошо. Хорошо, тут разбираемся, что почему не работает. Так, это все разъединили. А, нет, все соединили. Пошла, поставила клемму. Правильно? Перемкнула. Нет, не перемкнула. Почистила контакты. И завела?
О, как. И клемма стоит. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Я хейтер. Клемма стоит. Машина должна была без клеммы завестись, раз стартер крутится без клеммы. Ну как так, блин? Какая-то хрень получилась. Ну, мотор работает, вопросов нет. Ну, он и так работал, и зажигание включалось бы, если бы она клемму сразу одела. Контакты чистить не пришлось. Интересно. Кто поставляет такие машины? Вот мне интересно. Прошу прощения, я немножко приболел. Поэтому кряхчу сижу. Так, все, она панель обратно поставила. Вроде там плюс-минус даже попала в саморезы. Так, проверила педали. А что это такое? Это что за жидкость? Почему она черная? Блин, что это за жидкость была? Это жидкость сцепления, наверное, была. Отдельный бачок. Да, это жидкость сцепления была. Она черная вся, можно было ее шприцом высосать и... О, течет что-то. О, течет, да. А, она думала, что она... Блин, а что произошло? Я не понял. Так, она закрутила. А потом открутила провод. Точнее, от рабочего цилиндра она открутила шланг, который идет подача гидравлической жидкости, тормозной жидкости, не гидравлической, тормозной жидкости в цилиндр, в рабочий, с главного. И получается, что... Ну ладно. Продуло. Так, сцепление у нее... Так я и не понял, появилось или нет. Так, а там что-то течет. Или это к цилиндру подходит сцепление? Да, на цилиндр рабочий сцепление вывалился у нее вообще. Интересно. Он буквально вывалился, он так не должен делать. Так. Ага. Она чистит цилиндр. А он вообще должен вываливаться-то? Кто-то может мне объяснить, почему он вывалился и как она вообще его восстановит сейчас? Вот это уже умерло. Это вот внутри должно... на нем должны быть снаружи резинка, по идее. Это не просто шток или нет, или просто шток. Но вот здесь вот как будто ему хана. Нет, это просто колпак сверху, а это просто шток. Получается цилиндр внутри. То есть, возможно, это... Вон, да, там есть резинка. Вон. По идее, да. По идее, он внутри должен быть. Она его сейчас вот выгнала до конца. Чтобы почистить снаружи вот эту вот грязь, по которой должен ходить поршень с резинкой. Он, видимо, там закис. Вот. Она его разработала. Вот это похоже на правду. Но он, правда, от гидравлики работает. Он так не должен на пружинке работать. То есть этот шток, он просто толкает, грубо говоря, от цилиндра, от поршня цилиндра до вот этой вот, до вилки сцепления. Вот вилка сцепления. И вот эта вот штука, она толкает. А подождите, а почему тут валяется какой-то
цилиндр. Она его... У нее два их теперь? Внезапно. Или что это значит? Как это вышло? Ну, вот здесь нормальный, а она ставит... Вот он, или, подожди, это тот, который она сняла, а вот, который она ставит. Это типа два разных цилиндра, судя по всему. Потому что вот тоже цилиндр, который она сейчас снимала, вот он. Это тот же самый рабочий цилиндр, видимо... а, О, да, пошло дело. Может быть, она переставила с того на этот, но... Она ездит, вопросов нет. Машинку она починила, только вот стартер там чинить не надо было. Походу, машина просто на ходу была. Единственное, со сцеплением непонятно. Интересный вопрос. Давайте искать, что там еще она найдет. Она нашла... Ну, по мотоциклам ничего не знаю, поэтому, наверное, сейчас посмотрим, может, она еще машины какие-то будет смотреть. Нет, она только мотоцикл будет собирать. Наверное, на этом мы закончим обзор. Все три машины мы посмотрели. Все в рабочем состоянии, судя по всему. Да, там в одной предохранитель сломан был. Она его заменила. А, Аккумулятор новый поставила. Во второй машине она, а, получается, вытащила свечки. На одной свече не было искры, на второй была искра. Клемма не поставлена была. В общем-то, на третьей машине вообще ничего, по судя по всему, делать не надо было, кроме цилиндра сцепления. Ну, он подзакис. Там вопросов нет. Цилиндр сцепления надо было разрабатывать, но... Ну, или менять. Вот. Тут вопросов нет. Тут она вообще мастерски все сделала. Все отлично. А вот по поводу того, что машина не заводилась, у нее просто не включалось зажигание. Для этого надо поставить было клемму на аккумулятор, а не снимать стартер, который, в принципе, а, не нужно было снимать, потому что разработку щеток там никак не помогло бы. Стартер работал, она же его крутила, он работал. Вот, значит, стартер бы крутился, если поставить клемму. Соответственно, чистила клеммы она от замка зажигания, которые тоже нахер не надо было чистить, потому что можно было просто поставить клемму на аккумулятор и завести машину. Но это я так понимаю. Но в целом хорошее видео, мне очень понравилось. Спасибо всем за просмотр, всем пока.